я вам роман дурацкий о своей жизни холостяцкой. Да? Добрый день, дорогие друзья и недорогие недруги тоже. Мы вот здесь опять с Викторией. Да, рады всех видеть, приветствовать всех в нашей... Сегодня мы не в нашей процедурной, но клизмы готовы поставить опять всем. Добро пожаловать, заходите. Итак, Виктория, какая у нас сегодня тема? Тебе слово, что хочешь, что говори. Я слушатель. Ну? Хорошо, давайте я вам расскажу, что как раз сейчас я смотрела карту солнечного света в Европе. И оказалось, что, например, в Финляндии не так мало солнечного света, как я себе представляла. Да? Да. Зато Испания, конечно, она очень солнечная. И Испании, туда, куда я еду, Андалусия, это юг Испании, там самое большое количество рака кожи, меланомы во всей Испании. Так вот, раз в Испании такое большое количество меланомы, в Египте тем более. Поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, помните, что солнце здесь очень активное. Сказала комплимент, она мне обратила внимание. А я таких часто баб встречаешь. Там сидит какая-то жаба из вежливости, ей просто говоришь: добрый день, хорошо выглядите. А она так: нахер ты мне сдалась, жаба? Чисто из вежливости сказала. А они такие: я такая, жду трамвая. Иди сюда, милая, идем. Ты хороший. Идем, садись. 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 Давай, садись. Мы тебе сейчас... Садись. Я тебе сейчас приглашу. Садись. Не, нормально, садись. Давай, садись. Идем сюда, садись. Садись, милая. Сейчас мы тебе закажем пирожные и воду. Да. Так, у нас здесь подружка. Вот из Юней. Вот ее милая. Марьям. Сейчас, милая, мы тебе что-нибудь закажем. Слушай, я пойду сейчас с девочкой, мы ей выберем что-нибудь, хорошо? Давай. Так, минуточку. Пляжный отдых, который там жарится целыми днями на пляже. Это очень опасно. У меня в Испании был один приятель, француз, который тоже любил проводить все свои дни на пляже. И вот я его встретила, это уже было года 3 назад. У него обнаружили меланому. И ее стали вырезать. Вот прям у него с тела эти болячки вырезали. Но меланома... Это солнце, что слишком жарится, много нельзя. Конечно, нельзя, да. Поэтому... А ты сказала, вот ты начала разговор, тогда еще, да? Ты начала разговор. Ну, сейчас я только с утра, сегодня и сказала. Сейчас будет. Подожди, сейчас принесет тебе. К сожалению, здесь, в Египте, я вижу детей, которые роются в мусорках, живут там на помойках. И вот одна девочка, она с мамой, здесь они побираются на улице, пытаются продавать какие-то носовые платки. Я ее пригласила к нам, и девочка боялась, что ее прогонят работники кафе. Но я сказала, что работников кафе мы успокоим. Мы пошли, девочки выбрали сейчас, что она заказала. И теперь ждем. Она у нас, как белый человек, у нас гость, так, будет с нами здесь. Сейчас тебе все принесут. Подожди. Да. Пусть у человека тоже будет вдруг внезапное счастье. Правильно. Да, привыкай, да, в конце концов, не всегда же так будет. Мне вообще делать добрые дела, это круто, скажи. Ну, к сожалению, какое это доброе дело. Ну, момент. Ведь в долгосрочной перспективе, да, это ей, это никак не повлияет. Смотри. Да. Вот это наш гость, это для нее. It's for her. Yes, it's also for her. Please. Давай. Покажи мне это счастливое. Я же... Бери фанту, чтобы я ее видела. К сожалению, в долгосрочной перспективе я ей никак не могу помочь. Например, оплатить ей, может быть, обучение или там что-то. То, что может повлиять на ее жизнь. Ну, я надеюсь... Так. Ну?
معلش. Так. Давай, дружок. Идем тоже. А это ее брат пришел. Да. Do you speak English? Не. Не. Окей. Ну что, давай ему закажем. Пойдем, у нас сегодня семейный. У нас сегодня будет здесь семейный ужин. Идем со мной. Идем. Такая вот у нас сегодня актриса. Красивенькая. О, еще один актер. Ну, садись, садись. Давай. Ну что, ждем теперь, когда мама подойдет. У нас будет здесь семейный такой праздник. Устраиваем мне отходной. Завтра улетаю, так что гуляют все. Мур? Шинуда. 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 Шинуда, а девочку как? Марьям. No? Марьям. Ешь, милая. Вот. Скажи Шинуда и Мария, скажи. Мальчика зовут, Шинуда. парня зовут Шинуда, а девочку, как подозреваем, Марьям. Будешь. For you also. Да, будет, не волнуйся. Супер. Да. Так что у нас получился импровизированный праздник. Слава тебе, Господи. Афуан. Ну так вот. Вообще-то у нас с Викторией были совершенно иные планы, совершенно иная тема, совершенно в другом районе. Но, как видите, у нас здесь идет экспромтом. В Хургаде здесь больших сценариев не надо, все идет экспромтом. Ну так вот, о чем я говорю. Конечно, здесь много обездоленных детей. И это совершенно, конечно, меня это расстраивает и задевает, когда я вижу таких обездоленных детей. В Европе, слава богу, дети на улицах не живут, и они пристроены. It's for our guests. Yeah. Счастья. Okay. I can open for you. أنا بعرف أفتح. Окей, молодец. Все, сам делает. Все. Ой! На! Давай, сейчас мы откроем. На! Окей. Ну так вот, конечно, мы поснимаем, что ли? Говори. Да, должны быть какие-то программы помощи детям. Ты сказала, что тут только надо выйти из дома в Хургаде. Ну, я сказала, да. Да, у нас уже идет по третьему кругу пластинка. Да, вы вышли из дома, и у нас начались здесь экшен. В общем, в Европе, в большинстве стран у нас, конечно, стараются детей всех обустроить и всем детям дать равный старт. То есть, если там у нас родители не удались туда-сюда, то социальная поддержка детям дает тоже человеческие условия. К сожалению, в Египте пока этого нет. Но я надеюсь, что с каждым годом все-таки здесь ситуация будет улучшаться. И через следующие 10 лет, когда я приеду, здесь условия приблизятся к европейским. Ну так вот, то, что я сейчас сделала, но это никакое, конечно, не счастье, не улучшение жизни, просто небольшой момент. А хотелось бы в долгосрочной перспективе как-то сделать что-то хорошее. Например, меня когда-то приглашали на один трампистский форум в Америке, и у нас там тоже были всякие жаркие дискуссии по поводу социального обеспечения и там по поводу детей туда-сюда. И мне один там, ну это был еврейский форум, и он говорит: ну вот пойдите и дайте $100 там девочке на ресепшн. Я говорю: зачем? А он говорит: ну, чтобы улучшить ее жизнь. Я говорю: слушайте, если вы можете улучшить за $100, улучшить чью-то жизнь, улучшите мою. Как вы на $100 можете улучшить? Я говорю: да ради бога, я готова улучшить жизнь. Как? Я что, за $100 куплю ей квартиру, машину, дачу или яхту? Я говорю: если вы можете такое сделать, ради бога, сделайте мне. Так что я надеюсь, конечно, что дети должны получать равный старт, равные возможности для учебы, равное здравоохранение и, конечно, жизнь должны тоже в человеческих условиях, потому что все-таки от детей зависит будущее.
Ешьте, дорогие гости. Ешьте, давай. Ешь, моя красавица. Да. Кушай, кушай. Недовольна, что у тебя гости, да? Ты за этих гостей заплатила. Не очень довольны. Как им сейчас понравится, гости будут здесь все время трогаться. Да? Они не очень довольны этим. Ну, тогда я толкну про жизнь, например, в Швеции и в Финляндии, как устроена там жизнь детей. Ну, во-первых, сами по себе у нас там в Финляндии, в Швеции, так как вообще в Скандинавии, там сильная социальная защита, и на улицах, в принципе, никто не живет, даже взрослые, не говоря уже о детях. И если родители не удались по каким-либо причинам, то приходит на помощь общество, и все дети живут в благоустроенных квартирах. У всех детей абсолютно одинаковое, у всех граждан одинаковое медицинское обслуживание, и все ходят в государственные школы. Причем... أنا القدرة خلصها. А? بعد. Все? Халас? Шукран. Халас. Все, ребенок наелся, слава богу. Итак, значит, все граждане обслуживаются в городских клиниках, дети обслуживаются в городских тоже клиниках, вне зависимости от того, там родители богатые. Независимо от того, от доходов родителей. Когда ребенок идет в школу, родителям не нужно покупать абсолютно ничего. Государство предоставляет и все и учебники, и ручки, и карандаши, и тетради. Абсолютно, ну, может быть, рюкзак придется родителям купить. Обучение бесплатно. И, кроме того, в Финляндии детей еще и кормят в школе. То есть дети получают еще бесплатные обеды. Не надо и об этом... Вообще все бесплатно. Да. Да. Независимо от статуса. В Финляндии нет нелегалов. Точнее, они где-то есть, но там тяжело жить нелегалу. Потому что... в поликлинику не пойдешь, чтобы в школу устроить ребенка. Там, в общем, это не так просто, как здесь приехал и все, пошел. Выглядывает. Да, хорошо. Так что дальше, когда дети учатся... Так, про детский сад я тоже. Детские сады льготные. В зависимости, дифференцированная оплата в зависимости от доходов родителей. И, в принципе, даже люди с большим доходом за ребенка навряд ли платят больше 300 евро в месяц, если речь идет о муниципальных детских садах. У меня, например, зять работает в очень большой и очень такой богатой IT-компании. القدرة خلصها من دي. Делай, что хочешь, дорогая. Ешь. Ну. Давай. Что на видео Юлина дочка. Да. И, в общем, он работает в такой большой IT-компании, где у них есть даже собственный детский сад. А так как в компании там работает очень много иностранцев, поэтому детский сад англоязычный, и там всего лишь в офисе работает 400 человек, а в детском саду лишь 30 детей. Причем детей младшего возраста, совсем там годовалых, их может быть 3 человека. И мне кажется, что они вообще ни копейки не платят за этот детский сад. Потому что я пошла как-то к зятю там на обед в фирму. И для визитеров типа меня, там он платит за обед. А для всех работающих в офисе все бесплатно. Иди обед, у них мишелиновский повар готовит там обеды, все бесплатно. Скажем, в столовой стоит рояль, там у них камин, у них есть сауна, и офис у них с видом на воду. В общем, все замечательно. За обед нужно визитерам платить. Спускаешься этажом ниже, и там у них кафе. Все бесплатно, в том числе и для визитеров. Приходишь, там тебе
хочешь кофе такой, секой, третий, десятый, там и завтраки, и выпечка. В общем, все 33 удовольствия для работников. Так что, молодежь, пожалуйста, добро пожаловать в IT. Очень хорошая, перспективная работа. IT, да. IT, Да. это будущее за IT. Там они самые Да. большие деньги забирают. Отлично, да, у них там хорошо. Юлечка, ты будешь скучать за своей доченькой. Да, да. Мама вернется через 3 месяца. Да, да. Ну, они у меня красавчики. تمام Тамам, кюля, тамам, шукран, шукран. Да, у меня здесь. Так, продолжаем дальше. Про Финляндию, что ли, мы начали. Значит, садик мы пропустили, все нормально, мамы могут идти работать, потому что в Финляндии, если хочешь жить хорошо, то должны работать оба в семье, и супруг, и жена. Женщина, имея собственные деньги, это очень уравновешивает отношения в семье, когда женщина имеет собственные деньги, и не обязательно меньше, чем у мужчины. В Финляндии ты говоришь, да? Вообще, вообще везде, да. Со своими деньгами, вот Бог, вот порог. Все, там не сильно поднажмешь. С нами до конца. У нас с тобой общие дети. Ну, у нас же праздник сегодня, да. Ой, слушай, вот про общих детей. У меня был в Финляндии коллега, эстонец. Хотят уходить. Пусть сидят. Эстонец, значительно моложе меня. Ну, мы с ним одно время работали в фирме вместе, потом наши пути разошлись, но мы время от времени с ним встречались, чтобы там обсудить текущие дела. И вот мы с ним однажды договорились встретиться, я ему говорю: Имре, я приду со своей дочерью, чтобы ты вел себя прилично. Он говорит: хорошо. И вот дело в пятницу, значит, я иду с дочерью, ей тогда лет 16 или 17 было, и навстречу идет Имре. Но он в ожидании меня уже немножко вдарил и идет. Значит, увидев меня, он так распахивает руки. И я ему говорю: Имре, познакомься, это моя дочь. И он такой: да, я не знал, что у нас есть дети. Такой вот ведь. Да, да, про детей. Так, мы, значит, закончили первый этап. Так, значит, мы детей в садик отвели, начальную школу прошли, среднюю школу прошли. Значит, потом начинается гимназия. В гимназии придется за некоторые учебники платить. Значит, гимназия в Финляндии, когда там разделяется обучение, те, кто собирается учиться в высшем учебном заведении и у них академическое образование, они идут в гимназию. Там уже начинается, что-то надо приплатить. Дальше поступление в высшее учебное заведение. Обучение в вузах бесплатно. И поэтому приезжают учиться также многие из-за границы. В том числе приезжают студенты из... Кюля тамам. Тамам. Приезжают учиться студенты из других стран. Там приходится уже платить кое-что. Хотя студенты получают стипендию, но все равно там родители в основном что-то помогают детям. Например, у меня, когда дочь училась в медицинском, то в учебниках анатомии они заказывали централизованно из Америки, потому что обучение идет на английском, потому что из Америки все новейшие, все... Hello, hello. У нас здесь все больше и больше собирается компания. Скоро нас выгонят из кафе сейчас. Нас попрут сейчас из кафе уже. Да, со всем табором скажут: валите отсюда. Да. В общем, так как обучение в высших учебных заведениях и в Финляндии, и в Швеции идет на английском языке, чтобы не переводить, это дорого все переводить, учат на английском. Заказывали учебники по анатомии, и несмотря на то, что заказывали там на весь поток, каждый учебник стоил больше 200 евро. То есть это внушительно. Ну и время от времени, конечно, там приходилось что-то детям доплачивать. А так там хороший у них кампус. У меня дочь с бойфрендом, они жили
бойфренд учился в техническом вузе, и они жили на кампусе в техническом университете. И у них была небольшая двухкомнатная квартира в студенческом этом кампусе. Потом, когда им пришлось переехать, Наша семья. Знакомься с нашими детьми. у нас праздник сегодня здесь. Ну что ж, на сегодня все. С Юлей мы обязательно встретимся, но немножечко позже. А пока подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Пока-пока, до скорых встреч!